Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня мы поговорим на очень острую для здоровья тему – о термофильных дрожжах. Испокон веков хлеб являлся самым основным компонентом ежедневного рациона питания. Хлеб всегда был главой стола, отдавая человеку всю свою пользу, которая позволяла сохранять богатырское здоровье. Тогда хлеб готовился на натуральной закваске, которая получалась путем природного квашения, естественного процесса, вследствие которого получался продукт, незаменимый для здоровья человека. Хлеб на закваске по традиционным славянским рецептам пекся в России в семьях и на крупных хлебопекарнях вплоть до середины прошлого века. После Второй мировой войны натуральная закваска начала повсеместно заменяться термофильными дрожжами, распространившимся по всему миру из послевоенной Германии. По некоторым историческим источникам, которые впоследствии были засекречены, известно, что Гитлер разрабатывал формулу термофильных дрожжей как биологическое оружие массового поражения, имеющего накопительный эффект. Иными словами, чем дольше продукты, приготовленные на основе термофильных дрожжей, являются частью рациона питания, тем больше вред здоровью они наносят. В гитлеровской Германии этот проект создавался с целью постепенного уничтожения уцелевших жителей СССР. После победы в Великой Отечественной войне этот сомнительный трофей достался нашей стране, а позже распространился и по всему миру. Одной из главных отраслей применения термофильных дрожжей является приготовление хлеба и хлебобулочных изделий. Это видео даст вам понимание вреда современного хлеба для нашего здоровья. Друзья, поставьте лайк этому видео. Тема действительно очень важная. Пусть эту информацию узнает как можно большее количество людей. Итак, термофильные дрожжи или дрожжи сахаромицеты. Что это за продукт и как он получается? Все современные хлебопекарные дрожжи, как прессованные, так и рассыпчатые, имеют в своей основе дрожжи термофильные. Технология их получения – это химический процесс, ознакомившись с которым, возникает резонный вопрос. А как же вообще разрешили к применению в пищевой промышленности этот яд? Вот неполный состав по самому популярному стандарту приготовления термофильных дрожжей. Можете сами посмотреть в интернете. ГОСТ 17181. Сульфат аммония технический. Аммоний сернокислый очищенный. Аммиак водный технический. Кислота серная и аккумуляторная. Аккумуляторная. Микроудобрения для сельского хозяйства южных районов СССР. Кислота алииновая техническая. Известь хлорная. Известь строительная. Известь белильная термостойкая. Формалин технический ГОСТ 1625. Фурацилин. Моющее жидкое средство «Прогресс». Калий морганово-кислый технический ГОСТ 5777. Кислота соляная синтетическая техническая. Как вам такой список? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Не нужно иметь глубокие познания в химии, чтобы понять, перед нами список ядовитых веществ. Вред термофильных дрожжей для здоровья человека. Термофильные дрожжи полностью сохраняют свою активность после выпечки. Средняя температура для выпечки хлеба составляет примерно 170-180 градусов по Цельсию. Тогда как температура, при которой термофильные дрожжи погибают, составляет порядка 500 градусов по Цельсию. Отсюда их название – термостойкие дрожжи или термостабильные. Дрожжи, попадая в кровь через хлебобулочные изделия, запускают в организме процесс брожения, параллельно с которым в кровь происходит выделение сивушного газа. Сивушный газ разносится кровотоком по всему телу, и в первую очередь он попадает в головной мозг, приводя к таким последствиям, как ухудшение памяти и слабоумие. Далее происходит поражение организма на клеточном уровне. Нарушается механизм деления клетки, что приводит к образованию доброкачественных и раковых опухолей. Вследствие нарушения нормальной жизнедеятельности клетки происходит сбой в процессе ее деления, что ухудшает способность к регенерации, то есть обновлению клеток, замена старых клеток на новые. Это многократно ускоряет процесс старения организма. Наиболее сильный вред термофильные дрожжи наносят микрофлоре кишечника, отвечающей за наш иммунитет.
На нашем канале есть видео, в котором мы рассказывали вам о микрофлоре кишечника и ее роли в нашем здоровье. Информация важная. Обязательно посмотрите. Ссылка в подсказках. Повторюсь вкратце. При частом употреблении магазинных хлебобулочных продуктов термофильные дрожжи убивают наши симбиотические бифидо- и лактобактерии, которые и являются нашим иммунитетом. Чем больше человек ест магазинного хлеба и выпечки, тем меньше становится этих жизненно важных бактерий, и тем ниже иммунитет. А это приводит к тому, что человек становится максимально подверженным абсолютно всем вирусным заболеваниям, которые протекают в организме в самой тяжелой форме. Если посмотреть медицинскую статистику за последние годы, то можно увидеть, как сильно вырос процент всевозможных осложнений после гриппа и ОРЗ. Особенно сильно выросла данная статистика у детей. Это и неудивительно, ведь к рациону питания современного ребенка относятся просто наплевательски. Детей постоянно кормят сладостями, пряниками, пирожными, рогаликами и прочими достижениями современной хлебопекарной промышленности. Смотреть на то, как родители отнимают у своих детей здоровье, по-настоящему страшно. Иммунитет убивается в самом важном для развития организма возрасте. Кроме разрушения иммунитета, дрожжи-сахаромицеты нарушают работу эндокринной системы. Это печень, почки, селезенка. Нарушается работа фильтрующих свойств печени, что приводит к образованию песка в почках. Происходит разрушение селезенки, что резко снижает сопротивляемость организма вирусам. Возникают нарушения в работе поджелудочной железы, вследствие чего в теле развивается сахарный диабет, а также панкреатит. Это серьезнейшее заболевание, которое в последние годы резко помолодело. Это далеко не полный список вредного воздействия на организм, который наносят здоровью термофильные дрожжи. Об этом можно говорить очень долго. Моя главная задача сейчас – дать основные понятия о том, как дрожжи-сахаромицеты дестабилизируют работу нашего организма. Если кто-то хочет более подробно разобраться в том, какие заболевания в теле вызывают дрожжи, можно почитать специализированную литературу. В последние годы проведено немало исследований на эту тему, на основе которых учеными опубликованы доклады и книги. Эту литературу можно легко найти в интернете. Сейчас же я хочу перейти к, пожалуй, самому актуальному и важному вопросу, который задаст каждый из вас. Если термофильные дрожжи наносят такой колоссальный вред нашему здоровью, то почему же они все еще не запрещены? Основное преимущество дрожжей сахаромицетов перед натуральной закваской – ускорение технологического процесса производства того или иного продукта, в состав которых входят дрожжи. К примеру, если на натуральной закваске опара, тесто для выпечки поднимаются примерно за 9-12 часов, то на термофильных дрожжах в некоторых рецептах этот процесс может занимать всего минут 30. Это сокращает длительность цикла производства хлеба, позволяя за то же самое время произвести больше продукции, что в свою очередь приводит к большей прибыли бизнеса. Давно канули в лету те времена, когда у производителей продуктов питания во главе угла стояло качество и здоровье. Сейчас основой бизнеса является прибыль. И пусть даже такой бизнес будет разрушать здоровье покупателей, принося им великое множество заболеваний и приводя к преждевременной смерти. Индустрия продуктов питания в настоящее время – самый выгодный тип бизнеса, на фоне которого бизнес на медицинских препаратах, оружии, нефти, газа и прочего является просто мелочью. Какой бы достаток ни был у человека, он будет кушать каждый день. Идеальная аудитория для бизнеса. К примеру, в дореволюционной царской России только экспорт зерна в разные годы составлял порядка 40-60% ВВП страны. Российская империя кормила всю Европу и Запад, вследствие чего была самой богатой страной в те времена. Кроме хлебобулочного производства, термофильные дрожжи используются в пивоварении и производстве спирта. Алкоголь – один из флагманов экономики любой страны. Более того, некоторые страны зависят от экспорта произведенного в них алкоголя точно так же, как Россия сейчас зависит от экспорта нефти и газа. За примерами далеко ходить не надо. Можно взять страны бывшего СССР – Молдова и Грузия.
которых экспорт алкоголя составляет львиную долю ВВП. Если заглянуть в историю, то также можно найти немало примеров крупных стран, в которых в разное время был введен сухой закон. На период действия этого закона экономика в них настолько проседала, что правительство было вынуждено каждый раз снимать алкогольные ограничения. Лично я крайне сомневаюсь в том, что термофильные дрожжи будут запрещены. Большой бизнес не будет пилить сук, на котором сидит. Людей будут травить и дальше. Поэтому нам ничего не остается, как только самим взять ответственность за свое здоровье, отказавшись от яда, которым полны полки магазинов. На нашем канале мы особое внимание уделяем выпечке хлеба. В нашей культуре питания он является самым популярным продуктом. И подавляющему большинству людей отказаться от хлеба крайне сложно. Но вместо покупки магазинного дрожжевого хлеба, который откровенно травит ваше тело термофильными дрожжами, улучшителями вкуса и прочими химическими добавками, вы можете печь домашний хлеб на натуральной закваске, который будет приносить пользу вашему здоровью. Мы уже сняли немало видео о процессе выпечки домашнего бездрожжевого хлеба на закваске. Ролики находятся в этом плейлисте. Если вы только начинаете осваивать выпечку хлеба, то я советую вам смотреть этот плейлист сначала, с самых ранних роликов, и смотреть все по порядку. В каждом видео я подробно рассказываю об азах выпечки хлеба и всех этапах процесса хлебопечения. Многое из того, что я рассказываю о хлебе, в интернете можно найти только в виде платных курсов. Я же делюсь с вами этой информацией совершенно бесплатно. Смотрите, пеките и будьте здоровы! Друзья, подписывайтесь на наш канал, а также на наш телеграм-канал с новостями и полезной информацией. Ссылка в описании. До встречи и доброго вам здравия!